Многие люди жалуются на появление плавающих точек, мушек, ниточек перед глазами, которые особенно хорошо видно на светлом фоне. При движении глазного яблока мушки словно летят вслед за передвижением глаза. Судя по отчетам специалистов, это довольно распространенное явление. Согласно результатам одного исследования, проведенного британскими специалистами, к каждому окулисту в месяц в среднем обращаются до 14 пациентов, которые жалуются на мушки в глазах. Почему появляются мушки перед глазами? Основная причина появления таких мушек – это нарушение структуры и прозрачности стекловидного тела, а по-народному – зашлаковывание. Такие изменения могут возникать с возрастом. Этот симптом нередко появляется у людей, имеющих: первое – спазмы и хрупкость сосудов; второе – инфекции глаз; третье – дефицит витаминов и минералов; четвертое – физическое и нервное истощение; пятое – нарушение обмена веществ; шестое – чрезмерные нагрузки на глаза; седьмое – последствия операций на органах зрения; восьмое – вредные привычки, курение, употребление наркотиков и алкоголя; девятое – гипертонию; десятое – атеросклероз. Существует еще одна важная, но малоизвестная причина появления плавающих мушек. Специалисты говорят, что это иллюзия, вызванная психическим напряжением. Чем больше и дольше стресс, тем большая вероятность появления таких точек. Что именно происходит внутри глаза? Стекловидное тело глаза – это бесцветная масса, состоящая в основном из воды и имеющая желеобразную консистенцию. Если какие-то посторонние объекты попали в стекловидное тело, например, кровь или другие клетки, то они так и останутся там. Когда эти мелкие частицы блокируют свет, проходящий через глаз, они отбрасывают маленькие тени на сетчатку. Эти тени и есть то, что мы воспринимаем как мушки в глазах. Опасно это или нет? Большинство исследователей и практикующих врачей рассматривают этот симптом как незначительную проблему, не требующую никакого лечения. Однако есть отдельные случаи, когда обратиться к врачу нужно обязательно. В каких случаях нужно обратиться к врачу? Первое. Если перед глазами летают черные паутинки, переплетающиеся между собой. Это может указывать на тяжелую стадию атеросклероза или гипертонии. Второе. Если кроме темных точек перед глазами появляются вспышки света, возможно, началось отслоение сетчатки. Третье. Если при взгляде на светящуюся лампочку появляются радужные круги вокруг нее, возможно, это признаки глаукомы. Четвертое. Если перед глазами появляются скопления мелких темных зерен, можно предположить наличие опухоли. Перечисленные выше симптомы – повод обратиться к врачу для дополнительной диагностики. Вообще, важно запомнить простое правило. Если мушки двигаются, это не страшно. Периодически они могут появляться и уменьшаться. Врачи рекомендуют только наблюдаться, так как специального лечения это не требует. Однако, если мушки стоят неподвижно, нужно срочно обратиться к врачу. Многих людей интересует вопрос, что можно сделать, чтобы уменьшить уже имеющиеся черные мушки и предотвратить появление новых. Первое. Рекомендуется соблюдать зрительный режим. Работая за компьютером, делайте перерывы, чтобы глаза отдыхали. Второе. Поменьше засиживайтесь у телевизора. Третье. Читайте при хорошем освещении. Четвертое. Кушайте богатую витаминами пищу. Особенно полезны в этом случае продукты, содержащие йод, омегу-3, витамины группы В. Пятое. Нужно пить больше чистой воды. Мы рекомендуем выпивать в сутки не менее 33 мг воды на килограмм веса тела. Например, для человека весом 70 кг нужно выпивать в день минимум 2 литра 300 мг воды. В описании под этим видео вы найдете ссылку на полезные видео по этой теме. Обязательно посмотрите их. И, наконец, хорошие результаты дает системное ощелачивание организма. Благодаря изменению pH-баланса в щелочную сторону происходит растворение этих плавающих конгломератов.